прямом эфире. Как всегда, по пятницам. Так, надо подвинуться, чтобы быть красивенько посередине. Добрый вечер, наш учитель. Прошла Сангая, быстрое замужество год назад. Практиковала и понимаю, что пока не встретила свою любовь, можно снова повторять все практики, чтобы найти свое счастье. Да. Какая основная проблема того, что женщина не может выйти замуж? Давайте я сегодня об этом расскажу. Мне кажется, это важный вопрос, и он может быть интересным. Почему так бывает, что одни запросто выходят замуж, а другие нет? Дело в том, что весь мир, он устроен по принципу потребностей и реализации или желания реализовать эти потребности. Какие потребности необходимы женщине в тот момент, когда она выбирает себе мужчину? Есть потребности явные, которые она четко понимает, а есть потребности интуитивные, которые она подразумевает или которые подразумевает Вселенная. Если бы не было потребностей у женщины, то не было бы возможности или не было бы желания иметь мужчину. Какие основные потребности возникают в тот момент, когда мужчина... Мы отложим сейчас варианты духовное объединение, духовный совместный рост и так далее. То есть это не те потребности. Без духовного роста и без духовной любви можно прожить без человека и так далее. Можно любить вместо человека Бога или можно без этого обходиться. А есть такие потребности, которые предельно необходимы, так как в этом мире все устроено по принципу порядка и есть определенный порядок. Определенный порядок у людей отличается от порядка животных. Допустим, если порядок животных заключается в том, что животное, оно может родить быстро ребенка, его очень быстро вырастить, и этот ребенок в дальнейшем может самостоятельно жить, то это делает животного более, наверное, для животного более просто реализовать этот вопрос. То есть это выглядит приблизительно как... Там начался этот процесс, после этого произошло оплодотворение, ребенок родился, его покормили, научили его ходить, научили охотиться и отпустили в живую жизнь. Дальше родители за него не отвечают. По отношению к людям такой вариант не работает, потому что у нас есть еще разговорная речь, ее учат, у нас есть еще хождение на двух ногах, это сложно, у нас есть еще обучение социума, потому что человек очень социально-культурное существо, и выживание, и усложнение вот этого эволюционного выживания заставляет делать все для того, чтобы появилась семья, потому что в этой семье очень важно, чтобы человек вырос, и после этого ему помощь, потом с детьми ему помогать и так далее. Из-за этого человеческое эволюционирование, оно подразумевает найти себе партнера. В начальных этапах партнерства, оно зиждется на принципе, наверное, оплодотворения. То есть хочется помоложе, хочется так, чтобы этот мужчина был... То есть рассмотрим потребности. У обычного человека эти потребности следующие. Они буквальные, мы не будем рассматривать их глубоко, рассмотрим поверхностно. То есть для того, чтобы в женщине включился магнит, который привлечет в ее жизнь мужчину, должны быть потребности. Первая потребность, сексуальная потребность. То есть у женщины должна быть потребность сексуальная. И здесь вариант удовлетворения этой потребности. Если удовлетворение потребности более частое, то есть женщина способна себя удовлетворить, то тогда потребность основная, она может быть снята. Так мы сейчас видим, раньше эта потребность, она существовала, то есть у женщины появлялись гормоны, у мужчин тоже были гормоны, и накопление этих гормонов заставляло мужчину или женщину создавать события в жизни, или создавать магнит, который притягивал противоположный пол. Но потом есть же еще онанизм, мастурбация, есть еще игрушки, когда покупают игрушки, ими пользуются, что по идее снимает основную проблему, которая называется проблема сексуального характера. То есть в случае, если сексуальной проблемы нет или проблемы сексуального характера решены, то такая потребность отпадает. В
Вторая потребность. Для того, чтобы, там, допустим, вырастить ребенка, необходимо, чтобы кто-то был и мог помочь. То есть необходим мужчина, который бы мог зарабатывать, совместно потом растить ребенка, для того, чтобы дать ему образование, научить его ходить, научить разговаривать и так далее. Такая потребность, она очень часто реализуется, потому что женщины становятся самостоятельными, они самостоятельно умеют или пробуют зарабатывать деньги. И я вижу огромное количество людей, помните, с этого все начиналось когда-то, Клара Цеткин, Роза Люксембург, товарищи, которые говорили о том, что, в общем-то, женщине-то, собственно, мужчина и не нужен, потому что она может одеть штаны и быть полноправным членом общества, в котором она проживает, и точно так же носить рельсы, и лить металлы, и быть сварщиком, и быть полноценным как бы членом этого общества. И мы это видим, потому что есть много женщин, которые совершенно на 100% становятся теми людьми, которым нет необходимости жить с мужчиной, потому что они справляются самостоятельно и зарабатывают самостоятельно, у них доход есть самостоятельный и так далее. Ну и третье, это духовное, когда с человеком приятно, когда ты понимаешь, что рядом есть там близкий человек и так далее. И вот давайте все три эти компоненты рассмотрим. Если все три компонента являются элементом необходимости, то есть женщине необходима интимная жизнь, то есть она хочет, чтобы это в ее жизни происходило и не часто удовлетворяет себя, и не часто пользуется, или у нее достаточно гормонов для того, чтобы таким образом привлечь. Второе, у нее есть потребность в мужчине, потому что она имеет больше задач, то есть имеет задачи не просто родить и вырастить ребенка, а родить и вырастить ребенка так, чтобы было там и свое жилье, и там какие-то возможности и так далее. И третье, у нее есть чувственный аспект, она не хочет сейчас быть одной, ей приятно находиться рядом с человеком, с другом, у нее нет вместо этого 1000 подруг и друзей, с которыми ей легко. Ну и когда нет всех трех компонентов, когда женщина растет удовлетворенной, то есть ее отпадает первый сегмент, после этого там зачем мужчина, если можно там мужчина там может дать денег и там быть чьей-то любовницей и так далее, не задумываться о детях или даже родить ребенка и не иметь желания там, допустим, от кого-то зависеть, а иметь какой-то постоянный доход. И третье, есть достаточно большое количество подруг, коммуникаций, друзей. Получается, как таковая потребность в том, чтобы был мужчина, исчезает. Такое же возникает и у мужчин, потому что там потребность интимного характера, она исчезает, потому что там тоже появляется и доступность женщины, и доступность там чужой женщины, и доступность там анонизма. Второе, появляется, зачем женщине отдавать деньги, если там я самостоятельный, там все сам смогу, и мне можно там иметь время на женщину. Ну и там духовное, оно тоже может мужчина иметь очень много друзей, пойти в пиво попить, там с кем-нибудь там подружиться, или даже иметь вот на всякий случай какую-нибудь подругу, которая имеет такую же проблему. И получается, смысла в том, чтобы иметь рядом с собой мужчины, нет. Получается, смысл как таковой исчезает. Но теперь мы знаем основных гусей для того, чтобы загнать их в загородку. И как теперь к этой информации необходимо относиться. Первое. Нужно говорить себе такие слова: я достаточно красива для того, чтобы меня желали. Второе. Периодически немножечко ограничивать себя в интиме, то есть не быть человеком, который исключительно на этом заземлен, и не быть человеком, который бесконечно этого не хочет, потому что это играет важную роль. Когда у женщины есть желание интимное, то это включает флюид во второй чакре, который называется аргон. И этот флюид, согласно Мазерсу, он притягивает в жизнь мужчин взгляды, и такая женщина нравится другим мужчинам. То есть это важно, женщина должна быть немножечко голодна, и в сексуальном плане тоже. И полное удовлетворение себя — это не очень хорошо. Также, в принципе, и у мужчины это желание, оно немножечко всегда должно присутствовать. Плохо, когда его совсем нет, и плохо, когда оно чрезвычайно возбуждено. И хорошо, когда оно просто присутствует, как бы в обыденности понимания того, что это тоже имеет место быть, и это тоже часть человеческой жизни. Второе, это для женщины, когда женщина начинает думать, что она собирается жить с мужчиной и ей необходим мужчина,
то она должна объяснить себе, какая задача и зачем это необходимо. И это объяснить себе с позиции, чем они могут быть друг другу полезны. Это необходимо прямо проговорить. То есть женщина должна себе проговорить: мы будем вместе, и дальше проговорить себе: мы будем вместе смотреть телевизор, мы будем гладить друг друга, я буду за ним ухаживать, я буду говорить ему хорошие слова. Вот если мы будем вместе растить наших детей, мы будем вместе там путешествовать, мы будем вместе иметь заботы, мы будем вместе иметь проблемы. То есть для себя это необходимо проговорить. Почему? Потому что желание и хочу обычно не воспринимаются этим миром, а вот для чего это необходимо. И вот если у вас в мыслях, зачем вам необходим мужчина, появится большое количество эмоций приятных, красивых и радостных, вместе будем танцевать под музыку, вместе будем там гладить друг друга за ручки, вместе будем читать и смеяться, вместе будем где-нибудь гулять, вместе будем лежать и смотреть один и тот же фильм, я буду ухаживать за ним, и мне будет хотеться там помогать, я с него носочки сниму, а он меня погладит, а он будет заботиться, а не только он там мне машину купит, и он мне квартиру принесет, или он мне там будет зарплату отдавать и так далее. То есть вот где-то эмоционально, чем больше эмоционального состояния у вас возникает от понимания того, что вы готовы жить с мужчиной или с женщиной, и это вызывает у вас состояние эмоциональное, а не страдающее, тем при встрече с мужчиной или с женщиной мужчина имеет право говорить женщине следующие слова. Он имеет право ей восхищаться. Почему? Каждая женщина хочет, чтобы ей восхищались. У каждой женщины заложен пунктик такой, в ходе которого она постоянно себя недооценивает. Нет ни одной самой красивой женщины на земле, ни одной самой роскошной, восхитительной и самой красивой женщины на земле, которая бы внутренне не считала себя некрасивой женщиной. Этот пункт заложен в каждую женщину, он в нее заложен как семя. И даже если женщина говорит: я самая красивая, я знаю, что я самая красивая, поверьте мне, внутри ее это временная кнопка или аффирмация, в которую она поверила. На самом деле это неправда, потому что сомнение своей красоты есть в каждой женщине. Если бы сомнения красоты не было бы в каждой женщине, то она бы не парилась по поводу своего старения, взросления, увеличения веса, уменьшения веса, здоровья и всего остального. Ей это было бы безразлично. Потому что человек, который себе нравится во всех ракурсах, он проживает, и ему всегда это нравится. Второе. Мужчин такого нет. Когда каждый мужчина, самый некрасивый, там, самый худой дрыщ, смотрит на себя в зеркале, то ему кажется, что он, первое, самый красивый, второе, у него самая красивая фигура, третье, всем он должен нравиться. Для них это разочарование, когда-то кто-то говорит обратное, но это временное, потому что со временем он все равно начинает в себя влюбляться, и зерно мужчины, зерно своего персонального великолепия, хоть это и звучит смешно, оно есть в каждом мужчине. Каждый мужчина считает, что он красивый. Каждый мужчина, в большинстве своем, мужчина считает, что он нравится, что он красивый, что это не имеет значения. И мужчины как бы в этом варятся и живут. Почему это происходит и как бы могло быть наоборот? Если бы мужчины считали, что они некрасивые, они бы хотели себя украшать. И тогда эти украшения были бы такими. Они бы часто меняли одежду, они бы часто там ходили там волосы делать, или маникюр бы пришел, или начали бы себя подкрашивать и так далее, и так далее. Но это обычно мужчины там одевают одну одежду, ходят в этой одной одежде, как бы не заморачиваются, для них это все понятно. Для женщины важно говорить комплименты в тот момент, как для мужчины это не важно. Допустим, если вы видите женщину и вы мужчина, говорите: какая вы красивая, великолепная, мои глаза не видели такой красоты, как ты. Чтобы семья была прекрасная, каждое утро или каждый день, и каждый постоянно говорите своей женщине: ты красивая, ты мне нравишься, я тебя люблю. Эти 5 слов, они способны очень изменить отношения. Почему? Они не верят, у них постоянно сомнения, потому что она утром видит себя там некрасивой, до вечера себя привела в порядок, потом у нее сомнения, нравлюсь, не нравлюсь, у него плохое настроение, болит там животик. Она думает, что он увидел вновь ее, и она ему не нравится, у нее начинаются мысли: он меня бросит, куда-то уйдет, у него 100% кто-то есть, и начинается вот это
беготня вокруг столба. Ну и, конечно, в этот момент мужчина должен поддержать ее, сказать: ты мне нравишься, ты самая красивая, ты такая обалденная, красивые ножки, красивые ручки, красивые волосики, красивые глазки и так далее. До самой старости. Я хочу с тобой постареть, ты самая офигенная, я тебя обожаю, ты мое божество, и ты мое золото и так далее. Вот если эти слова говорит, женщина всегда будет счастливая, независимо от толщины мешка денег. То есть, если немного денег, но постоянные комплименты, будет все равно жить, потому что будет понимать, немного денег, зато муж любит. Понимаете, это женская такая мотивация. И это внутреннее состояние такое, которое может поддержать женщину, и она искренне может этому отдаваться. И это обожать. Ну и, конечно, глядеть на свою женщину или смотреть на свою женщину с бесконечно удивленными, восхищенными глазами. Почему женщины изменяют? Женщины изменяют в тот момент, когда мужчина постоянно говорит: ты толстая, ты худая, сорта воняет, от волос воняет, ноги не такие, ноги такие, что ты кривая, зачем я на тебя женился, почему это в моей жизни, ты самая худшая. Ну и вот это все, она понимает, что я меркну в глазах своего мужа, потому что я бы хотела жить с этим человеком, который бы восхищался. Как женщина объединяется с мужчиной? Из-за того, что в голове ее постоянно находится идея того, что она некрасивая. Если находится рядом мужчина, который говорит о том, какая она красивая, как она ему нравится, какая она восхитительная, это является тем, что завоевывает ее сердце. Поэтому мужчина, когда говорит: я не могу найти себе женщину, нужно найти тогда ту женщину, которая тебе нравится, и говорить ей эти слова, и ухаживать за ней. Тогда, если у нее есть потребность в семье, эта потребность в интиме и в чувствах, и в детях есть, то тогда вообще очень удобные женщины, у которых уже есть ребенок, потому что это дает возможность эту женщину, ей помочь выращивать ребенка и как бы закрыть основные вопросы. Это великолепно, когда так происходит, и вам повезло, и вы как мужчина нашли женщину, у которой уже есть ребенок. С позиции эзотерики это великолепно, потому что у вас помимо одной женщины будет еще и ребенок, а это помощник, продолжение вашего рода, обожаемое еще одно существо, то, которое будет ухаживать за вами в старости. И вам не пришлось его вынашивать и его воспитывать, и еще что-то, еще что-то. То есть это в эзотерике является преимуществом. Но вернемся к женщинам. Женщина в этом случае, она должна понимать, что мужчине не нужно делать комплименты, но мужчине не нужно хвастаться. То есть, когда женщина говорит: я умею, я езжу, у меня все есть, я то-то, 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 то-то. Мужчина говорит: хорошо, этот пункт убрали, теперь второй, я буду к ней приставать. Начинает по ножке гладить и так далее. Он говорит: нет, этого тоже не нужно. И тут у мужчины естественный вопрос: зачем мне это? Если интима с этой женщиной нет, и пока еще он не предполагается, если она все может, и у нее везде доходы, она успешна и так далее, зачем как он вписывается в эту общую схему, каким боком? Что делать? Что он будет делать? Почему мужчины, когда женщина с ребенком, говорят: ой, ты мой зайчик, такой хороший у тебя ребенок, для чего? Потому что они хотят вписаться в эту картину семьи, а это хорошо. Потому что они понимают, что если вписаться в картину семьи, то тогда они тоже имеют право быть частью сексуального мира и быть частью воспитания этого ребенка. Вот так это все работает. Женщины часто, иногда складывается впечатление, женщина говорит: я не могу выйти замуж. Зачем тебе это нужно? Зачем? Чтобы что делать? Чтобы вместе что было? Чтобы сесть ему на шею, это похвально. Это супер, это хорошая идея. Чтобы сесть на шею и чтобы в дальнейшем, а если нет детей, тогда что? Ну а если нет детей, то тогда вас воспринимать как ребенка, чтобы быть для него ребенком, тогда и нужно вести рядом с человеком, которому вы собираетесь сесть на шею себя, как ребенок, чтобы он нянькался с вами, знаете, возился, то есть у доти болит, ушко за бобо, знаете, и так далее, чтобы он понимал: о, это у меня как ребенок, и вот после этого будет с ней нянькаться. Такое тоже бывает. Эзотерически, если просматривать мужчин и женщин, особенно женщин, у которых нет пары и которые не могут выйти замуж, обычно у них очень холодный живот.
Когда смотришь на этот живот, то у женщины, которая замужем, у нее красный живот или даже алый. А у женщин, которые выходят замуж, женщины, которые не выходят замуж или которые нету там мужчин, когда смотришь на живот, то вокруг пупка самое холодное место. Я начал замечать, что это холодное место тем чаще появляется, чем больше женщина ограничивает себя в питании. То есть если женщина специально ограничивает себя в питании и старается как можно меньше есть, то есть она худеет специально, она постоянно там делает так, чтобы худеть, ее все время вес этот не удовлетворяет, ее все время заставляет, то у нее вот этот вокруг пупка элемент, он бледнеет, бледнеет, холодеет, холодеет. В глазах мужчин такая женщина становится не очень интересной. То есть она, возможно, на один раз для интима годится, а потом мужчина может к ней не прийти. Почему? Нет тепла. И вот это тепло флюидное, животное, оно вокруг пупка образовывается у женщин. Поэтому для того, чтобы женщины не растеряли вот такую энергию, я даже давал практику, необходимо указательным пальцем правой руки проводить вокруг пупка, представляя, будто там есть такой раскаленный золотой пятачок, либо бублик золотой такой, который горит. Да, это все вот так удивительно работает. Я когда-то был в Индии и возил группы людей в свое время, и ездили мы к ламе, и такой был интересный лама, и этот человек пандит. И этот человек, он давал какие-то постоянно нелепые советы. И со мной была одна женщина, ее звали Оля, и она говорит: я не могу выйти замуж, что мне делать? И он говорит: если у тебя есть скалка, которая тесто раскатывает, которые чапати катают. Она говорит: да, есть такое. Он говорит: положи и каждый день ногами вот так вот катай. И сможешь найти себе мужа. И потом проходит время, и я ей говорю: Оля, ну что, вышла замуж? Она говорит: да, катала и вышла замуж. А ему говорю: почему? Он говорит: у женщины, которая не может выйти замуж, у нее на передних пальцах ног есть узелки такие. Эти узелки — это как бы узел незамужества или по-другому венец безбрачия. И он говорит: его невозможно не отрезать, ничего, но его можно сдвинуть. И его можно сдвинуть при помощи вот такого обряда. Он говорит: я придумал и вот этой девочке сказал. Ну и я потом это посоветовал своим знакомым, племянницам, которые были не замужем, им даже сказал: там, катайте вот так. Вы знаете, это помогло. Не знаю, как это работает, но если на энергетическом плане пандит прав, то действительно, если женщина не может выйти замуж и у нее есть какой-то узелок там на концах пальцев, и если вот таким образом это делать, и это поможет, то пусть это помогает. Это, знаете, как когда-то обряд я давал: зайди в воду, положи руки сверху на воду и крутись против часовой стрелки. Ничего придумывать не нужно, просто говорить: скоро выйду замуж. И взрослые женщины были у меня как раз на таком семинаре, такие женщины от 50 и старше. И вечером, когда семинар закончился, а там были такие ночные теплые источники, это было за границей, и вот там 5 женщин, и я, молодой казак с этими женщинами, решили пойти искупаться. Ну и значит, все зашли в эти бассейны и стали и начали крутиться против часовой стрелки. Я говорю: правильно, хотя внутренне они все смеялись, потому что каждая из них уже состоявшаяся, знаете, а у одной там дочь в институте, а у другой дочь и сын уже там в институте, одной там 60 лет было, одна Ира, и Марина и, по-моему, еще Вика. Описание такое: женщины 100 с плюсом. Что это обозначает? Это их вес, то есть они за 100 килограмм, каждая из них. То есть когда они крутились, я все время на них смотрел и думал: ну как же, как? То есть, но пути Господни неисповедимы, знаете, Господу виднее, и Он, скорее всего, на каждого имеет тоже спутника жизни, ведь все браки, они организовываются на небесах. И да, они повыходили замуж. Сначала вышла та, которая была Наташа,
Она вышла замуж за тренера футбольной лиги, у него жена умерла от онкологии, и ей было на то время 51 год, по-моему. И он ей сделал предложение, они официально расписались и так далее. Второй была Марина, она вышла замуж за начальника полиции какой-то, и там, причем с хорошим таким очень званием. И третья, это она занималась сетевым бизнесом, и на одном из семинаров по сетевому бизнесу в своей стране и в своем городе они там вечером общались, и вот у нее ее команда этих сетевых, и она сказала, что я холостая, у меня там нету отношений и так далее, и к ней вечером пришел мужчина и говорит: я бы хотел за вами поухаживать, давайте я вас подвезу и так далее. Разговорившись, обозначила, что он холостой, что ему хотелось бы жить с такой женщиной, как она, и у них в дальнейшем, не знаю, там, чем это закончилось, но это было вот на моих глазах, я это видел, это был процесс быстрый. И много очень. Я когда-то делал такое видео и говорил, что если кружиться где-нибудь против часовой стрелки на открытом воздухе, то обязательно накружите себе женихов. Но какой же был хейт? Вообще, какой был хейт? Вообще, я как человек, занимающийся эзотерикой, понимаю Джордано Бруно, который в свое время пришел и сказал: Земля круглая, она вертится вокруг Солнца, и придумал при этом подзорную трубу. Ну и при этом взяли подзорную трубу, сделали из нее дрова, привязали его к столбу и сожгли. Вот точно так же приблизительно и все действия, которые я делаю в своей жизни, они с одной стороны имеют хорошую такую сторону, а с другой стороны не очень. Почему? Вы знаете, как много бы мне хотелось иногда сказать. Я бы мог ежедневно делать вот такие вебинары и давать миллионы тонн информации, миллиарды тонн информации. И она интересная, но она вся провокационная. Она нереально провокационная. Допустим, есть такая информация, как сделать так, чтобы у человека перестали болеть ноги. Там, взять определенного цвета тряпочку, написать на ней определенные слога, на левой ноге «нама», на правой другой слог, не скажу какой. И после этого привязать к коленям. И вот человек там с заболеваниями позвоночника очень плохо себя чувствует, привязал к левой ноге, к правой ноге, и после этого перестал болеть. Как это работает? И я когда такое публикую, или когда раньше такое публиковал, там яичные капли, которые спасли тысячи людей от насморка. Дальше зеленые ниточки. Мне 2 раза канал блокировали из-за этих зеленых нитей. Меня даже сняли видео такое и прохейтили, что вот этот придурок с зелеными ниточками, натяни себе. Вы даже не представляете, какое большое количество людей пожелало мне, чтобы эти зеленые ниточки были у меня на моих мозгах, на половых органах, как много людей из-за того, что я же не сказал, не ходите к врачу, а оденьте зеленые ниточки. Какое большое количество людей постоянно, бесконечно писало какие-то гадости. Да, многие из них не пробовали даже. Им достаточно было услышать о зеленых ниточках, связать это с программой своей жизни, в которую не вкладывается понимание того, что такое может иметь место быть. И после этого, я понимаю, это как если бы я пришел в средние века и сказал: есть электрический ток. Мне бы сказали, что будет дальше. Я бы им сказал: вот ваша брычка, в которую вставляют в 2 дырочки в стене, там появляется телевизор, и на этой брычке можно ездить. И там нет никаких коней. И все, меня бы спалили, сказали: это невозможно, это абсурд, так не может быть. Потому что конь, он живой, его запрягли, он едет. То есть у людей не хватает знаний для того, чтобы понять, что это могло бы работать или могло бы как-то воздействовать. И, конечно, из-за этого и ступени проводятся, потому что я не могу в открытом виде давать эзотерические методы, не могу в открытом виде создавать что-то и давать, потому что блочат, хейтят, и фактически себя в таком свете выставляю, что в дальнейшем это становится некомфортно. Поэтому если у вас есть ко мне, допустим, если у вас есть какие-то желания обучаться этому, то приходите на мою первую ступень, проходите, покупайте, смотрите, обучайтесь. И потом проверяйте, я же не говорю поверьте, проверьте, помогает вам супер, не помогает, ну так и таблетки.
Есть таблетки такие, там, допустим, у человека ревматоидный артрит, он приходит, ему говорят, вот нужно там негормональные препараты попринимать, Мовалис. Сначала в уколах, потом в таблетках. Вот принимай. Человек попринимал, говорит, мне не помогает. Или там какой-нибудь там глюкозамин, хондроитин, или коллаген, или какой-нибудь там комбинированный препарат и так далее. И вот одному человеку, там 100 человекам помогло, найдется 100 человекам, которым не помогло. Это ж как организм воспринимает. Точно так же и здесь не бывает чего-то, которое нереально совершенно может помочь. Не бывает. Есть препараты, которые лечат онкологию, но те же препараты, которые не излечивают. Я знал тысячи случаев применения доксирубицина или лейкоплакина в терапии там, меланомы, допустим, в ходе которого из 100 человек умирает 70, а 30 человек выживает. Так что препараты, которые лечат, они все плохие, и тех людей, которые их придумали, нужно сжечь на костре, и они идиоты, дебилы, и смерть им. Ну нет, конечно, потому что они же кому-то помогли. И то же самое, этот хейт был и в ходе там, создания мной шумов. А я плавно сейчас шумы закрою. Да, я хочу это сделать, закрою каналы, потому что вот сейчас я собираюсь закрывать канал Кайлас и закрывать канал, который связан там с шумами. Вот я собираюсь этим заниматься. Почему? Ну потому что там 200 тысяч жалоб, которые были, они заблокировали мои каналы. Так а зачем мне делать что-то новое и создавать что-то новое для этого мира, если он не готов? Зачем мне это? Объясните. Пусть заходите, покупайте на моих сайтах, слушайте, кому нужно. А не нужно, не слушайте, не покупайте. Ну, на этом все, понимаете. То есть мне это, я себе помогаю, я сам с собой живу, я очень счастливый, довольный, здоровый, молодой, красивый, любимый, богатый человек за счет эзотерики. А там люди как? Да это их вопросы. Это их вопрос. Хотя я знаю, что вы меня обожаете. Я вас обожаю. Я верю, что вы меня обожаете. Я знаю, что вы обожаете. Но этот мир, он может либо быть готовым и принимать, либо быть готовым и не принимать. Поэтому, если мир не принимает, значит, это миру точно не нужно. А по поводу практик, очень важна философия. И вот эта философия, когда блокируется возможность выходить замуж или жениться. Первая, она блокируется в тот момент, когда вам кто-то говорил, так кому ты нужна? Муж говорил, брат говорил, сестра, подруга. Сядьте и вот так повернитесь в левую сторону и скажите, да, я неоднократно говорил о себе, и мне неоднократно говорили в моей жизни, я никому не нужна. Точно, это было. И да, я это отпускаю, с этого момента я поняла, что с этого момента я нужна всем мужчинам, которые мне нравятся. А-ха-ха-ха-ха. Все, это моя новая программа, теперь я по ней буду жить. Елена, ваша ученица, дорогой уважаемый учитель, пожелайте моей дочери Веронике хороший жизненный путь, счастья, успеха, любовь. Желаю вашей Веронике хороший жизненный путь, счастья, успеха, любовь. А еще, хотите, чтобы как благословлять своих детей? Благословление детей – это хваление их на расстоянии. Что такое благословить человека? Как мужчина благословляет свою женщину и как женщина благословляет своего мужчину. Чем больше благословений вы дадите этому миру, чем больше благословений своему магазину, своему ребенку, своему мужу, тем счастливее жизнь будет у этих людей. А теперь, что такое благословение? Дело в том, что часто говорят, просто благословить. Да многие не понимают, что это такое. Благословляю тебя. Так а что это такое? Ну что это? Вот я вас благословляю. Ну и что? Вам от этого тепло? Дело в том, что это в словах определенных до перевода имеет другое значение. Что такое благословение? Люби как Бога, есть благословение. Хвали как Бога, есть благословение. А нам этого не объясняют. А что это такое? Это смотришь на человека, допустим, у вас есть дочка. И эта дочка Вероника, и вам надо ее благословить. Что необходимо сделать? Вот так вот садитесь и говорите,
Складываете ручки, ни у кого ничего не просите, говорите: моя Вероничка золотая, золотая девочка, золотая куколка, такая милая, такая красивая, и глазки красивые, и ножки красивые, и реснички красивые, и волосики красивые, и глазки красивые, и ручки складные, и все понимает, а умненькая какая, и математику понимает, и химию понимает, а мальчикам нравится и низким, и высоким, и полным, и худым, и добрым, и плохим, всем нравится, а подружкам как нравится, все хотят с ней дружить, а какая веселенькая, какая, как пташечка. Понимаете? Вы создали огромное количество комплиментов для этого ребенка. Вот комплименты для человека являются его благословением. Как благословлять человека? Если вы возьмете и будете благословлять своего мужа, своего сына или даже себя, вы увидите, как очень ярко и нереально быстро, практически мгновенно, за несколько дней изменится ваша судьба. Как победить абьюзера? Благословением. Когда муж на вас: ты тупая курица, дебильная овца, я тебя ненавижу, нафиг ты, лучше бы ты сдохла. А вы: да пошел ты в пуй. Ужас какой. Ужас. Пуй. И ужас какой. И потом: да что такое, чем ему не нравится, нафиг он сдаст, такой гандон, козел. А он: а ты кобыла, тебя ненавижу. Потом где-то через 4 часа, если хороший мужчина пишет: все, прости, это нечаянно было, выключай, дура. А вы: так, козел, вообще я тебя еще вспомню. Все, после этого секса в ближайшие месяца не будет, знаете, он уже никому не нужен, а желание придушить на первое место выходит. Но будем жить ради детей, знаете, это то, что объединяет потом такие семьи. Будем жить ради детей. Пошел, да пошла ты, сам такой, сам такая. А потом: зато мы любим Колю. А получается, одна энергия в одну сторону Колю тянет, а другая энергия в другую сторону тянет. И разрывает этого Колю на энергетическом плане. И он потом как бес становится, не может понять вообще. Дерганый. Он то плачет, то смеется, то щетинится, то ржет. Ну и там, какой он будет в школе? Разорванный. Говорят: что такое разорванное состояние? Бабушка в одну сторону, мама в другую сторону. Так как же благословлять, как это все сделать? Вы уже поняли, что это не путь посылать, это не путь обижаться, это ничего не дает. Оно ничего не дает. Как справиться с абьюзером? Я это постоянно вижу. Как справиться с абьюзером? И там группа разделилась. Посылайте абьюзера, изменяйте свою жизнь. Что вы такое советуете? А если женщина не может жить сама, если она уйдет и останется на улице, как она будет кормить? А если она в детстве, там, в юном возрасте или там, в молодом возрасте, она женилась, после этого родила ребенка, а муж начал там плохо себя чувствовать, выпивать, у него проблемы печени, любовница есть. Он уже не хочет ее, и она: вот, не хочу с абьюзером, я самостоятельная, все. И потом где она будет? В собачьей будке жить? Или там фыркнет на него, он ей глаз выбьет. И это ужас. И там начните хорошо относиться, начните: я рекомендую благословение. Это что такое? Когда на вас действует абьюзер, когда он вас ненавидит, то это ваша внутренняя душа, она его тоже ненавидит, знайте это. Только вы чувствуете, а он не может сдержаться и гавкает на вас. И поэтому для того, чтобы этого не происходило, научитесь благословлять. Когда он уходит, и вы успокоились, и не видите его, сядьте и говорите: ты мое золотое солнышко, ты мое солнышко, ты мой зайчик, ты мой любимый. И ручки твои любимые, глазки твои любимые, шея твоя любимая, и волосики твои лысые, бляха-муха тоже любимые. И животик твой любимый, и ножки, и ты такой красивый, ты такой ровный, ты такой добрый, и пусть у тебя все получается. И пусть глазки видят мою любовь, и люби свою жену, и пусть в глазах твоих жена будет самая красивая, и глазки ее пусть нравятся, и носик пусть нравится, и животик пусть нравится, и ножки пусть нравятся, и как она нагибается, как встает, все нравится. И как она кричит нравится, и как она молчит нравится, и еда нравится, все пусть нравится. И ты такой хороший, и ты такой самый лучший в постели, и самый лучший без постели, и самый лучший, когда рядом, а еще лучше, когда рядом нет. И вот это вот все, это благословение
благословение этого человека, он меняется. Если это делать, комплименты. Ты мое солнышко, а не да пошел ты, козел. Козел только бодается, понимаете, а вы кобыла. А кобыла что делает? А кобыла работает без конца и молчит. Как дела, козел? Нормально, кобыла. Отлично. Неужели такое бывает? Ужас. Люди, не живите так. Нет, не живите. Это нехорошо. Так неправильно. Не надо так жить. Потом помогает только алкоголь. Потом алкоголь, пока есть, все друг друга любят. И секс есть, и так далее. А потом алкоголя нет снова. Кобыла, дурак, задолбал, пошел ты. Никто потом... Это так печально. Мне кажется, я вот даже говорю и плакать хочется, знаете. Не дай Бог. Пусть у всех будут прекрасные жизни. Людмила Марусецкая. Здравствуйте, уважаемый учитель. Вы не планируете провести СНГЯ для отработки практик по 4 ступени 2025 года? Да, я хочу провести СНГЯ, опубликую в ближайшее время эти СНГЯ и обязательно проведу. Также хочу тантру провести, которая посвящена там, по вашим просьбам. Это Химкара, Прастава, Адипратитхара, Удгитхау, Падраванитхана. Это семисложный саман. И хочу еще тантру такую, которая будет посвящена мантрам денег. Это Химкара, Прастава, Адипратитхара, Удгитхау, Падраванитхана и Сьядатхидана, Джини, Грини, Сарва, Артха, Садхани, Шашина, Лага, Шимана, Нашая, Ситхьяна, Ту, мантра Падаисваха. По вашим просьбам. Єлена Смальченко. Добрий вечір, шановний любий вчителю. З езотерикою жити цікаво. Дякую. Фантастично і офігітельно. Дякую. Хотілося б почути щось таємно цікаве, щось ще невідомо. Дякую, не перевершене ніким ще. Я? Ні. Людина, вона не є Бог. Кожен раз, коли людина слухає і читає щось, вона слухає і читає, ну, когось давайте візьмемо. Читаємо Блаватську. Блаватська пише, що людина може підійти до Бога і бути як Бог, і в людині є божественне і так далі. Також ми це бачимо у Будди. І Будда каже, що якщо людина йде середнім шляхом, то у людини з'являється шанс надалі не перероджуватися у сансарі, перейти в нірвану, і людина може йти і бути у цьому житті як Бог. Але я хочу вам сказати, людина не може бути як Бог, тому що у Бога нема часу. У людини є час. Ми родилися, після цього живемо і після цього помремо. І ми бажаємо тільки те, що в нас фізичне. Ми хочемо там більше грошей, ми хочемо інтиму чи їжі, ми хочемо спати новий дом, ми хочемо, щоб в житті везло. Ми хочемо, щоб рядом на нас не кричали, ми хочемо жити, щоб було нам уютно, і щоб було щасливо, і щоб не було хвороб. А для вищих сил це не потрібно, це наші бажання. А що вони хочуть? Вони хочуть те, що в нас може знаходитись, і те, що не пов'язано з нашим тілом. А що це? Це наші внутрішні почуття. Це наші внутрішні почуття, і вони є та тригерна сила, яку хочуть від нас чути оті сили. І коли ми радуємося, це гарне життя, і воно на гарне життя переходить. Але коли ми кажемо, ми хочемо там їсти, хочемо багатства, хочемо ще чогось, то ні, цього не відбудеться. Чому? Ми не управляємо Богом, і ми самі не Бог. Тому для того, щоб бути тим, хто якось може донести це до вищих сил, нам потрібно знайти в собі і розвити, насамперед, розвити почуття, які ми можемо схопити, відчути і розширювати. Це і називається розширені почуття, управляючи своїм життям і навіть життям інших людей. Оце і є такий шлях. Він шлях 5-го виміру. А це і є тайна.
І дуже багато зараз є. Перейду вже на українську мову. І це таємниця. О. Оксана, здравствуйте, дорогой золотой. Здрасте. Пожалуйста, я не знаю, не помню, где моя связка ключей от всего. Я их найду или нет. Искала и не нашла. Ни в доме, нету нигде. Они в доме, в каком-то месте, которое стоит рядом с книгами. И оно лежит внизу, не сверху, внизу. Но я вам обещаю, что в ближайшие 3-4 дня найдете. Светлана Кравець. Для адекватности, какой магний нужно? Нужно ли заменить адаптол на что-нибудь подешевле? Есть синий йод и в таблетках, что лучше просто B6 нет. Какая доза нужна, сколько дней пить? Зачем так себе усложнять все? Зачем магний, зачем синий йод? В аптеке продается большое количество лекарственных растений, которые можно дома очень успешно заваривать и привести себя в спокойное состояние. А также специальных настоек, которые дешевые, в общем-то, и очень неплохо действуют. Ну, среди самых дорогих это, наверное, настойка пиона. Она успокаивает нервную систему. Человеку лучше спать. Вторая это настойка пустырника. Она менее дорогая, но тоже помогает и заснуть, и успокоиться. На третье место поставим настойку корней валерьяны. То есть это валерьяна. Ее тоже хорошо пить. А еще можно купить пустырник, валерьяну, пион. И их перемолоть в порошок и заваривать. 1 столовая ложка на стакан кипятка. Пить утром и вечером. Можно зверобой еще. Зверобой тоже помогает успокоиться. Вообще горькие растения, они успокаивают, а сладкие возбуждают. Но сладкие зато лечат легкие. И сладкие могут помочь человеку заснуть. Очень хорошее есть растение, называется солодка. Если пить солодку, сон сладкий. Вот говорят, сон не снится, сплю плохо, ночью просыпаюсь. Что нужно? Солодка, тогда сон сладкий, спится хорошо. Единственное, что она приторно-сладкая, это не очень всем нравится. Я, допустим, не люблю. А интересно, есть ли глюкоза в солодке? Даже не знал. Но солодка очень хороша для тех, у кого есть проблемы со сном, связанные с недостаточностью легочной и сердечной. То есть если храп мешает, если у человека задышка и не может, он кашляет постоянно. Вот если солодку пить, то тогда легче и спится, и легче засыпается, и легче, ровнее. Вообще очень хорошо при кардионеврозе, потому что успокаивающее действие. А еще какие есть? Да, слушайте, я могу бесконечно говорить. Это может быть шишки хмеля, можно пустырник, шишки хмеля, корни солодки, что мы там, корни вернее, этого валерьяны и пиона, настойка. Можно взять все эти настойки, смешать между собой, все равно в какой пропорции. 1 чайная ложка на стакан воды вечером. Чего нельзя в случае, если вы спите плохо и очень нервничаете? Все, что связано с острым. Нельзя острую пищу, нельзя очень соленую, а отдавать предпочтение лучше сладкой. То есть меньше горького, меньше соленого, больше нейтрального и как можно больше маслянистого и сладкого. Вот маслянистое сладкое очищает от переизбытка желчи и помогает человеку устранить переизбыток ваты или психов. Так что подешевле настойка піона. Надія, доброго дня, Андрій Андрійович, підскажіть, коли мій син Валерій переведеться служити в Київ? У цьому році ні. Влад, скажите, какое значение имеет, если человек всегда смотрит вниз? Если человек всегда смотрит вниз, он зациклен на прошлом. Если человек все время смотрит вверх, он зациклен на будущем. И поэтому для человека важно контролировать поднятие его головы. Наш подбородок с нашими глазами, он должен находиться на одном уровне. Тогда, если подбородок ближе к 5-й чакре, то тогда человек зациклен на прошлом. Если вас воспоминания мучают, вы будете страдать депрессией. А если у вас все время мысли о том, как отдать, что же делать дальше и так далее, то у вас будут бессонницы и такие состояния, будто все потеряно, маниакальные. Ну, не будете понимать, что делать дальше, и вопросы такие, как же быть, почему, что делать, которые на самом деле являются словами порчи. Говорите часто почему, поставьте тире, напишите у меня порча. Как избавиться? Не говорите слова почему. Есть
порча, и во время этой порчи человек все время говорит почему. Кому вы говорите почему? Кто на них должен ответить? Если бы вы знали почему, вы бы не задали этот вопрос. Тогда произнесение этого слова все дальше и дальше запихивает вас в какую-то щелочку. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, как эзотерически можно помогать своему роду, какую мантру нужно посвящать? Складываете ручки и делаете комплименты своему роду. Вот как я вас обучаю. На самом деле, Элия, почему-то думал, что вы на первой ступени и прошли первую ступень. Очень жаль, я сейчас помечу, что вы не на первой ступени, потому что я постоянно на вас смотрю, вы задаете вопросы, и я вам отвечаю. А зря. Раз вы не ученица, нужно вас игнорировать. Сейчас я вот здесь поставлю такую штучку, что вы не ученица. Угу. Так, Егоров, здрасте, Егор. Дон Хуан учил Кастанеду быть недоступным для мира и даже для своих близких. Насколько сейчас актуальны эти идеи, на ваш взгляд? Спасибо, Егор. Вся тема, которую развил Кастанеда, это не что иное, как перефразированное обучение Будды своих учеников. Когда мы читаем Кастанеду, мы фактически знакомимся с буддистским течением, которое приведет, согласно Будды, человека, избегая моления Бога, веры в высшие силы, избегая этого, мы можем перейти из состояния постоянно повторяющихся событий в этом мире, которое называется сансара, перейти в состояние нирваны. Этому и обучал Кастанеда. Это и легло в основу, в общем-то, его идеи. То есть Дон Хуан, чтобы вы понимали, в таком вот в New Age формате обучал ничему иному Кастанеду, как служению и ответственности за свою жизнь, персональной ответственности. Это же мы видим еще и в христианстве. В христианстве Иисус Христос сказал, если я не ошибаюсь, в свое время, по-моему, даже апостолу Петру. Апостол Петр сказал ему: а как же мать моя и братья мои? На что он сказал: откажись от братьев своих и матери своей, ибо найдешь в Боге больше братьев и сестер. А в Боге найдешь и отца, и мать одновременно. Ну и такое происходит, потому что люди, которые отказываются, уходят в служение, допустим, Господу, это люди, которые отказываются. Он был прав где-то с одной стороны, но и с другой не прав, потому что люди, которые уходят в священники, их постригают после этого, они же уходят от чего? Они после этого не воспринимают своего и матери, и отца, и они не воспринимают своих братьев и сестер, потому что для них единственным братом и сестрой являются те монахи постриженные, которые находятся рядом с ним, а его естественным и единственным отцом и матерью является Бог Иисус Христос. Таким образом, человек, в общем-то, переходит в служение вот с такой композицией. Это своего рода то, о чем сказал, то есть вы должны понимать, что Кастанеда, он не придумал идеи новые, он трансмутировал идеи, которые до этого были достаточно известны и популярны. И эти идеи, они связаны с интересами и аллегориями. Книга эта писалась с 1961 года по 1979. И когда эта книга писалась в это время, то очень было популярно течение хиппи. Очень даже выпускался желтый журнал, который назывался Yellow Submarine. И другие журналы, которые были посвящены воздействию ЛСД, потому что на то время считалось, что воздействие таких нейропрепаратов может помочь человеку расширить сознание. Появилась целая культура музыкальная. Это группы, которые признавали, что они пишут музыку на фоне влияния на них определенных наркотиков. Также было изучение воздействия, прям научно выделялись деньги, изучали воздействие ЛСД на человеческий организм. Такие группы появились, как, допустим, группа Led Zeppelin или, допустим, Doors.
где популяризировалось использование наркотических препаратов для расширения восприятия окружающего мира. Это было популярно, это была новая эра. Она, с одной стороны, дала, наверное, какое-то новое течение, дала развитие творчества, потому что многие, используя наркотики, начали изменять и внешний вид, мир стал ярче, но короче жизнь. То есть сейчас мы понимаем, что это где-то и однобокая система и так далее. Ну и вот под воздействием вот этой вот эйфории, которая на то время была, множество было популяризированных таких текстов, там, я не помню, кто написал «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Там же тоже говорится о том, как наркотики расширяют восприятие, как человек становится успешным, хоть и делает какие-то глупости, но при этом может добиваться очень больших уровней, что не мешает человеку быть одновременно в разных проекциях, в разных познаниях, совершать ошибки и так далее. Помните, как книга сама заканчивается «Страх и ненависть в Лас-Вегасе»? Она заканчивается вот так и вот так я и писал эту книгу, сидя за печатной машине в абсолютной холодной месте вселенной, где светило солнце только мне, и я находился в абсолютной абсистентности и в абсолютной трансцендентности. То есть человек, который находился под воздействием наркотиков, не олицетворял себя и не отождествлял себя с планетой Земля, с социумом, в котором он находился, даже с Вселенным и так далее. Может ли это как-то воздействовать на психику человека? Одновременно да и одновременно нет. Потому что одновременно да, если человек гипотетически, это слова в свое время написавшего книгу «Трансцендентность» Юнга, Карл Густав Юнг, он в свое время сказал, что гипотетически наше подсознание связано со всеми прошедшими событиями и несформированными будущими, и наше подсознание, оно контролирует нашу коммуникацию, ту, которая была и обучала нас. И он же там говорит, что если гипотетически человек, даже гипотетически под воздействием веществ или даже психоэмоционально представит себя оторванным от земли, не отождествляя себя с событиями своего прошлого и будущего, не понимая и не думая о своих семьях или о том, какие проблемы, причины и последствия были в его жизни, это может дать ему обнуление и новый старт. Но это в одной из книг Карла Густава Юнга мы можем прочитать. Бек пошел чуть-чуть дальше. Он сказал, что да, действительно, если перейти в трансцендентный опыт и представлять, в свое время Джон Леонард пошел еще дальше. Он сказал, что если человек начинает очень активно дышать, назвав это ребёфингом, то это может помочь человеку далеко зайти и там как бы не отождествляя себя с чем-то, оторваться от событий прошлого или дойти до состояния своего рождения. Есть еще много, там есть целые религиозные направления, которые основаны на этом. То есть, когда мы читаем книгу Карлоса Кастанеды, мы должны знать, что это прежде всего художественная литература, которая объединила в себя популярные тенденции того времени и той музыки, которая была, фантастики, возможно, принятие наркотиков, что мы видим в первом, это религиозного восприятия или религиозных мессий на то время существовавших. Это квинтэссенция, наверное, квинтэссенция желаний, квинтэссенция чувств, которые на то время формировались, назревали и хотели вырваться наружу и требовали продолжения, потому что многие входили в тупик. И, ну, конечно, он дал это в форме вот такой религиозной тематики. И, конечно, это все художественная литература, которая, конечно же, имеет огромное количество, и в ней можно сделать большое количество выводов. Почему? Ну, она не нова. Потому что это одни и те же истории, переложенные на другой вид, это одни и те же идеи, которые, в общем-то, не новые, потому что, читая там Золотолотосовую сутру Будды и его объяснение существования Земли, или там одни из выводов, которые есть у Карлса Кастанеды, ну, мы можем видеть одну и ту же идею, одну и ту же мысль.
И это сентенция, получается, это перефразированное и одухотворенное, лирическое, художественное перефразирование и подача. Но мы все абсолютно люди, которые приходим к тому, к чему мы приходим, имеем за своими плечами идеи, имеем за своими плечами какое-то образование. Аналогично было и здесь, знаете, создать историю, создать сказку интересную, создать сказку, которую нельзя не поверить, создать дополнительную религию или создать сентенцию такую, чтобы у человека... Ну а сами идеи были, в общем-то, неплохие, что к Богу можно прийти. Ну и почему это возникло? Ну я объясняю, что это одна из историй. Скорее всего, Карлос тоже был христианином, католиком, воспитывался в таком образовании, наверное, тоже, как и я, помнит историю Андрея, не Андрея, а Петра, когда он говорил, что потеряв отца и мать, найдешь Божьего отца и мать в одном лице, и потеряв брата и сестру, сможешь найти брата и сестру. Это... Подходит ли это нам? Мое желание в жизни не... Я чуть-чуть в другом направлении живу. Мне нет необходимости искать отца, он всегда во мне живет. Я не готов отказаться от своего родного отца, я искренне этого человека обожаю, люблю и никогда не предам. К сожалению, он уже умер. Я безупречно обожаю своих детей, свою жену, свою мать и своих близких. Каждого от самого начала и до самого конца, до последней капли крови. И говорить о том, что я больше готов любить Бога, или больше готов любить тех, кто идет со мной по одному пути. Нет, это не так. Моя любовь к этому всему может быть разной, но она однозначно другая. Это как любить моего собственного ребенка и сравнивать его с любовью к моей собственной жене. Но это же очень по-разному. Любить жену — это совершенно по-другому. Как я люблю жену? Да, с какой-то стороны как ребенка, а с другой стороны как женщину, а с третьей стороны как друга, а с четвертой стороны как человека, который, возможно, является опорой, а где-то даже как Бога. И, возможно, это и боготворя, и ненавидя маму, наверное, с позиции родного существа, с бесконечным ощущением тепла, к которому даже на расстоянии можно приложиться головой своей или там обнять это существо, которое называется мама, и всегда чувствовать эту любовь. Даже если она не проявлялась, я ее все равно ощущаю. То же самое с Богом. Бога можно любить просто так, ни за что, потому что я постоянно ощущаю эту энергию, которая несомненно, ни за что, просто так. Даже если ты обмазался какашками, грязный и беззубый, эта энергия тебя все равно любит. Почему? Бог есть прощение, и любовь его безупречна. Так вот и живем. Поэтому не нужно принимать все за чистую монету. Не нужно. Ага. Андрей Андреевич, когда у вас в личном кабинете будет порядок? Купила первую ступень, четвертую ступень ИРТЕ тантры-мантры. В моих семинарах только тантра-мантры. Вся проблема заключается в том, что мир не идеален. Такой мир не идеальный, он связан с тем, что с нами работали люди, которые были очень долгое время нашими партнерами, и мы их не обижали. А потом выяснилось, что за много лет нашей совместной деятельности эти люди нас обворовывали. И сумма воровства достигала огромного количества. То есть это просто шокировало. При этом это наш родственник, с которым мы работали и у которого были доступы. Когда мы ему об этом сказали и сказали, что вот это имеет место быть, но мы не сказали и не требовали от него денег, сказали просто: мы больше не будем с тобой работать, просто не хотим. Он очень обиделся, потому что это его отодвинули от кормушки. И после этого он сделал все для того, чтобы сломать. И я это знал. Я это знал еще 3 или 4 года назад. О чем сообщил своей бесконечно любимой жене Софии. Но она человек очень теплый.
Она человек очень теплый и еще больше, чем я, и трогательнее относится к семейственности, как девочка. И из-за того, что это часть моей семьи человек, она говорит: пожалуйста, я не верю, так не может быть. Я говорю: мы должны его убрать, мы должны его убрать. Без объяснений сейчас. Я не могу объяснить, доказать, просто должны его убрать. На что она, и это говорил ей все 3 или 4 года подряд. И потом до конца этого дошло, и нам пришлось его убрать, когда это уже объективно выползло просто на поверхность, как какашка всплывает в воде. Ужас. Ну и когда этот человек уходил, то он начал он сказал: я сделаю все для того, чтобы у вас все поломалось. И система, которая настраивалась и за которую ему платилось огромное количество денег, за многие годы им была поломана. Поэтому сейчас вам придется терпеть и наслаждаться. Если у вас появилась такая проблема и чего-то не хватает, есть операторы. Добивайтесь этих операторов, требуйте, чтобы это вернулось, спрашивайте, когда это будет, и это будет быстрее. Если не получилось, звоните, прямо набирайте, говорите: у меня такая проблема, когда, скажите дату, когда я получу эти семинары. Все в ваших руках. И я бесконечно перед вами извиняюсь. Да, такое бывает, и да, даже у меня. Поэтому очень извиняюсь перед вами, бесконечно извиняюсь перед вами за неудобства. Что я могу сделать? Одно могу сказать вам, что это все к вам вернется. И одно могу сказать, что нет задачи вас обманывать, забирать и не давать. Ну вот. Это одно из моих обещаний. То есть я бы хотел, чтобы это все нормализовалось. Но из-за того, что база была уничтожена, люди были уничтожены, там рассылки были уничтожены, заблокированы целые сайты, заблокированы кабинеты. Он уходил и это все ломал, понимаете? Зачем? Вот я не могу понять, зачем. Ничего не могу понять. Что с человеком? Бесы. Бывает. Я даже не обижаюсь на него, знаете, бывает. Даже больше скажу. Пройдет время, он ко мне придет и будет просить, чтобы я ему помог. Угадайте, я ему помогу или нет? Ответ: он есть. Да, я ему буду помогать. Почему? Когда-то книгу читал, когда был маленький, она на меня подействовала. Тогда много книг печаталось еще в 80-е, 90-е. Вот, наверное, в начале 90-х была целая комплект книг, она называлась «Анжелика, королева воров». Я ее читал, она мне нравилась, и на рыбалку шел, и вот одной рукой книгу эту читал, а другой рыбачил, там с папой ездил, летом особенно. Хейза я читал, он мне, Чейза читал, он мне нравился, я все книги прочитал, и вот эту женщину, королеву Анжелику. И там есть такой момент, когда кардинал приказал, чтобы эту Анжелику изнасиловали. Ее изнасиловала там рота солдат. И после этого он пришел к ней, и потом кардинал говорит: я отпущу грехи тебе, давай. Она говорит: а не нужно мне грехи, не нужно грехи мне отпускать, потому что от того, что это со мной сделали эти люди, виноват ты. Вот тебе их нужно будет перед Богом, эти грехи отпускать. А я свои грехи отпустила себе при помощи ведра с водой. И теперь я безгрешна, как всегда. А ты как был мурлом, так и останешься. Вот так же и живу. Я обычно говорю: я-то что? Помоюсь и пойду дальше. А вот тот, кто это со мной делает, он потом будет очень страдать. Хорошее интервью дала Алла Борисовна Пугачева, мной бесконечно обожаемая. И одна из самых великих, наверное, актрис, певиц, мудрых, по идее, людей, сложную жизнь прошедшая и обучающая благородству и любви, и, наверное, бизнесу и всему, что вообще связано с этим. Как бы целая эпоха, женщина-эпоха. И вот последнее ее интервью, она сказала такие слова. Она сказала: да, есть очень много всего, и есть
богатство, есть деньги, есть отношения, есть семья и так далее. Но очень нужно ценить совесть. Она там эти слова сказала. Я с ней на 100% согласен. Потому что твоя персональная совесть важна. Прошла ваши тантры-мантры, 4-й цикл целиком. Работает мощно, эффективно и волшебно. Изменяет жизнь. Супер. Сейчас у вас на сайте в продаже только 3-й и 4-й цикл. Хочу приобрести 2-й, а в продаже их уже нет. Только участвовать. В продаже циклов старых не будет. Верю вашим советам с нетерпением. Спасибо. Как определить, когда кружится против часовой стрелки в правую или левую сторону? Не, ну вы слышите, что вы пишете. Ну что вы пишете? Вы знаете, что такое по часовой стрелке? Посмотрите на часы и посмотрите, как они кружатся. Поставьте их перед собой. Вот передо мной часы, и они кружатся по часовой стрелке. Ну вот направо, значит. А против часовой стрелки налево, значит. Не понимаю вас. Как это можно еще по-другому как-то придумать? Как это по часовой стрелке налево и против часовой направо? Не понимаю. Как это? Вообще не понял. Спасибо огромное за полезные советы. Пожалуйста. Огромное спасибо за сессии гипноза, суперовые все занятия. Завтрашняя сессия гипноза, кстати, всех приглашаю завтра в ней поучаствовать. Завтрашняя сессия гипноза, она будет посвящена сердечно-сосудистой системе и онкологическим новообразованиям. И я буду делать все для того, чтобы поставить такие программы внушения, чтобы у человек избавлялся от высокого холестерина, высокого артериального давления, перепадов настроения и вот всего, что мешает человеку быть здоровым. То есть завтра мы будем делать все для того, чтобы успокоить нервную систему, успокоить работу, усилить действия мышц нервной системы, почистить сосуды. То есть завтрашняя гипнотическая сессия будет посвящена этому. Очень много, спасибо, кстати, очень много невероятных, просто фантастических и приятных до бесконечности отзывов после сеанса гипноза, который вы оставили на моем сайте Дуйко Гуру. Приятно, правда. Обычно игнорируете, а то, что сейчас решили и оставили эти отзывы, мне правда очень приятно. Спасибо Юле, которая сделала даже видеозапись о том, как там прошел шум в ушах и так далее. Спасибо. С разрешения вашего иногда публикую, но не все видео. Светлана Ерус. Стоит ли мне оставить работу, уехать из другой страны в Украину, чтобы присматривать маму? Да. Золото має вплив на людину? Так. Золото має вплив на людину. Якщо людина золота, то золото додає її сил. Золото робить людину, якщо людина зла, то золото робить людину більш злою. Якщо людина добра, то робить більш доброю. Якщо людина носить золото, то вона дуже подобається людям, тому його і носять. Якщо на вас буде золота багато і вас будуть арештовувати, то до вас будуть дуже гарно ставитись. Тобто можуть відпустити. А якщо не буде золота, чому? Золото робить до вас відношення добрішими, навіть якщо ніхто не бачить. Так. Тому люди, які поганці,
вони роблять все для того, щоб в них було дуже багато золота. На них, біля них і так далі. Всі люди, які там дуже такі поганці, там наркотиками займаються, чи займаються там бандити якісь, вони завжди носять дуже товсті цепі, там якісь хрести, там золоті годинники, там і золото, щоб було багато. Чому? Бо це на енергетичному плані робить так, що людину хочеться прощати. Чим більше золота, тим більше людину хочеться прощати. І так людина це відчуває. Але сама по собі людина стає більше злою, якщо вона зла. Ольга Сідоренко. Добрий вечір, Андрій Андрійович. У мого внука 4,5 років в Іспанії в паху вискочила шишка, як куряче яйце. До хірургії записали тільки на кінець місяця. Це водянка яєчка чи щось ще. Це може грижка бути. Так, це може бути варікоз, грижка. І як це можна позбавлятися? Заварювайте 1 чайна ложечка мускатного горіха, порошка, на 1 стакан кропу. Одну склянку хай випиває, не можна не зразу, можна з медом на протязі дня. Друге, трошки холодної водички чи там біля моря, коли стає так, щоб водичка була не повністю, його стопи були накриті водичкою, і хай ось так марширує, дуже високо підтягуючи колінки. І якщо це буде робити, тупати в такої водички, щоб вода аж розливалася. Так, знаєте, як солдат. І це робить там 5-10 хвилин, 2 рази на день, кожен день. Якщо нема моря, йти далеко, то ставите тазик, в тазик наливаєте холодну воду, ставите його в тазик, засікаєте час і після цього кажете, підіймай ножки, давай ходити. Раз, два, раз, два. І там 10, 30, там 15 секунд, я знаю, скільки зможе. Там хвилинка, наступний день, там 2 хвилинки. Потрібно, щоб було довго. І якщо так буде робити, то воно буде зменшуватися і допоможе йому. Добрий вечір, Андрій. Я учениця ступінь. Скажіть, будь ласка, чи скоро виплатять мені допомогу і відновлення зруйновану квартиру? Ні, в цьому році не виплатять. Я бажаю всем счастья, я желаю всем счастья, любви. А вот скажите мне, сейчас вас смотрит 1000 человек, а лайки поставило только 300 человек. Почему так? Разве это красиво? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, смотрим. Ага, нет, смотрите. Сейчас меня смотрит 900 человек, а лайки поставило 189 человек. А еще 1 человек поставил дизлайк. Это тоже хорошо. Никогда не обращайте внимания на тех людей, которые ставят дизлайки. Они тоже живут, только они живут в другом мире. Допустим, мой мир — это мир богатства, счастья и любви. Любви к детям, любви к жене, любви к... И там я этим всем наслаждаюсь. А есть люди, у которых любовь может быть другая. Любовь, когда кому-то плохо, любовь, когда все вокруг плохие, любовь, там, когда кому-то кто-то умирает и так далее. То есть человек живет в ненависти, он служит другим силам. И те люди, которые ставят мне дизлайки, это обычно люди, которые служат не тем силам, которым я служу. И я понимаю, это же мир, это борьба добра и зла. Вот так и живем. Поэтому, друзья мои, обязательно ставьте лайки и делайте это в обязательном порядке. Сейчас, когда видео закончится, то появятся еще и комментарии. Я хочу вас попросить. Пусть сегодняшнее слово в комментариях будет словом «семья». И
тот человек, который на следующей неделе я проведу пятничный вебинар, и во время пятничного вебинара я объявлю 2 победителей и дам сертификаты на $200 каждому на покупку препаратов моей компании «Тибетская формула» или косметики от компании «Мезония». То есть вы сможете от меня получить подарок. Что нужно сделать? После того, когда закончится данный семинар, перейдите в комментарии и оставьте комментарий. Любые слова, в котором будет написано слово «семья». Какие не будут засчитываться комментарии. Если вы напишите 100 комментариев просто со словом «семья», так нельзя. Если там пожелания, у меня хорошая семья, или у меня счастливая семья, или я желаю всем хорошей семьи, это хорошо. Но если вы напишите 100 комментариев одинаковые, желаю хорошей семьи, я не засчитаю. Но если вы будете писать так: я всем желаю хорошей семьи. Второй комментарий: пусть все семьи будут прекрасными. Третий комментарий: пусть все семьи в мире будут счастливыми. Четвертый: пусть все семьи мира будут здоровыми. Пусть все семьи людей, которые смотрят данный семинар, будут счастливыми. Пусть все дети во всех семьях будут радостными. Вот эти комментарии я засчитаю как комментарии с большим количеством комментариев. И люди, которые оставят большое количество комментариев, 2 человекам я подарю сертификаты по $200 на препараты «Тибетская формула» или эзотерические семинары, либо на покупку биологически активных добавок компании «Тибетская формула». На этом все. Я желаю вам успеха и счастья. До свидания, мои дорогие. Всем семьям желаю счастья. Пусть все семьи любят друг друга. Пусть в этом мире будет любовь. До свидания.